Здравствуйте, дорогие девушки. Начинаем с вами сегодня шестой центр Аджна чакра, да, который находится у нас в районе гипофиза, шишковидной железы, вот здесь, третий глаз. Здесь женщина питает мужчину. Она дает ему инсайты, она дает ему ведание, то есть в правильном союзе мужчина руководствуется ее видением, потому что эта женщина видит больше, дальше других, ну уж тем более мужчин, потому что мужчины не обладают таким даром ясновидения, чтением знаков Вселенной и так далее. Вот. И вот смотрите, когда идет сильная подпитка по этому центру, по шестому, мужчина может, как бы, знаете, не быть готовым к тому, чтобы принять эту информацию, да? Потому что он не знает, откуда она берет эту информацию. Соответственно, он начинает включать логику, свой разум и закрывается от нее, закрывается в каком-то моменте. Но женщина, допустим, в отношениях, да, вы продолжаете, вы все равно не сможете не светить, вы все равно ему подсвечиваете, вы все равно ему подсказываете, тебе надо туда или сюда, ну как-то, по крайней мере, там, сделай вот это, тебе станет легче, там, и так далее. То есть ваши советы, даже ваше малейшее, вот, ваш собственный пример мужчину ведет, как маяк. Но если каждый раз вот вы даете ему эту информацию, она к вам пришла просто сверху, вы не знаете, откуда это, но вы даете, да, он к этому не готов. У него блок сразу, хоп, он закрылся, обвинил вас в том, что вы, да, откуда ты это знаешь, там, или поступил по-своему, а получилось как всегда, да, то есть потому что вы видите дальше. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что все равно он из этого центра начинает питаться, а вы ему все больше и больше накидываете, как будто бы. То есть вы сейчас развернуты не к себе лицом, не в себе самой пытаться найти эти ответы на вопросы, а именно все как будто на него, на мужчину это все выливается, этот поток информации, который идет из вашей матки, особенно когда вы ретрит прошли, это надо просто ему настолько быть в балансе, этому мужчине. А если у вас какие-то сложности в отношениях, и если там разбалансировка идет по другим чакрам, особенно по горлу, девочки, у нас очень сильная была медитация по горлу, потому что здесь копятся невысказанные слова, обиды и претензии к другому человеку, ожидания тут же. И это все, это из детства идет, это идет из детства. Поэтому вы переносите эти паттерны поведения из детства, как будто маленькая девочка не может никак сказать, ее никто не слышит и не слушает. Переносите на эти отношения, текущие, да, или те, которые у вас были. В общем, на любовные отношения это тоже переносится. Вот мы вверх сейчас идем. Женщина дает инсайты, дает, то есть в правильном таком гармоничном именно союзе мужчина дает женщине вот этот базис, да, по Муладхаре чакры. Женщина его питает, дает ему эликсир сладкий, да, сексуальный центр. Третья чакра, он ей дает эту как бы воля, то есть он идет впереди, он ведет эту пару, то есть к процветанию, да, этот союз.
его стремление, его желание быть с вами, я скажу, это фундаментально. То есть хочет или не хочет, а то разговаривать мы можем все. Как говорится, видите, не мешки ворочать, да? И 4-я чакра, это у нас сердечная чакра. Это безусловная любовь, это женская, конечно, любовь, это женщина ее оттуда питает. Из 5-й чакры, с горловой, мужчина должен давать эту энергию, питать как бы ее, говорить ей, проявлять свою любовь, проявлять свое отношение к ней, не замалчивать, потому что у него получается закупорена эта чакра, ваша закупорена, и 2 одиночества вместе, и никак не могут достучаться друг для друга, да, друг до друга. Дальше следующая чакра у нас идет, 6-я. Это верховная жрица, это проявленная богиня на земле, это божественная любовь, космическое взаимодействие с мужчиной. Из космоса, прямиком оттуда, с его душой вы взаимодействуете, но он может быть не готов, у него просто перекрыто здесь, во всех чакрах перекрыто, поэтому вы ему накидываете каких-то знаний, инсайтов, какие-то там знаки Вселенной. Да вы служите как бы как проводник для него, как гуру, как маяк, то есть он к вам прислушивается все равно там на подсознании, на подкорке. Но он это не может воспринять как с верой какой-то безусловной и сбалансировать эти знания, как бы уложить их в себе и взаимодействовать с вами правильно. Вот что. И что происходит? Давайте посмотрим, что происходит, когда вы питаете мужчину чрезмерно. Даже если вы расстались, но в ментале связь эта, она очень сильная, очень. То есть вы можете со своим мужчиной, даже некогда любимым, тем более, да, там, первая любовь ваша или просто мужчина, который оставил просто настолько отпечаток на вас, как импринт. И что происходит, да, на ментале вы все равно продолжаете общаться. Эта связь не обрубается никак. Вы общаетесь в космосе, во снах, знаки видите постоянно, да, и даете ему все равно ориентир какой-то, даете ему. Тем самым все равно подкачка идет, вот этой энергии, подкачка идет ваших знаний, которые вы могли бы эту энергию пустить вообще, на свою жизнь, на свое развитие. Вот так. И сейчас я вам скажу, техники эти работают. То, что мы чем занимаемся. Девочки, где происходит у вас неправда с самой собой? Где? В каком месте? Вы должны это отследить с этим человеком именно. Где это ложь, где это вранье, где вы сами себе врете. Потому что эта связь, она и вам нужна, значит, для чего-то, да, для того, чтобы вы выросли, вы, мы, то есть я и себя тоже отношу, потому что я с вами вместе делаю это все дело, и отслеживаю на себе вообще все, что происходит в моей жизни сейчас, и события разворачиваются, каждый день что-то новенькое, каждый день что-то новенькое. У мужчины сначала, понятно, вы ему подсвечиваете путь, видите, дорога. Смотрите, на пути препятствия какие-то, сейчас горы, да, моря, но вам этот путь открывается. Вашими шагами он открывается только вам, никому другому, только вам.
Значит, вы ему открываете этот путь, подсвечиваете. Дальше что? Ну, вы светите, такая вся, танцуете, то есть в этом взаимодействии. А мужчина как в космосе, в открытом, он как это, что вообще происходит, он не может связать никак. Он с вами борьбу устраивает зачем-то, да, он с вами устраивает борьбу. Вы доходите до какого-то слоя в нем, который он затолкал вообще очень глубоко, это из детства что-то идет. Вы ему подсвечиваете его глубинные желания, мечты, я бы сказала так, и стремления, цели, которые были в нем заложены еще в детстве. Что еще? Вы даете ему выйти из своей скорлупы и переродиться. Что-то живое должно родиться, да? Ну да, вот смотрите, вот он смело может нырять в пучину жизни с фонарем с этим. Фонарь — это вы, ваше знание, ваша подсветка, ваша запитка этой энергии. Сейчас. Девочки, вы ему даете такое колоссальное количество энергии. Смотрите, большая рыба, то есть он начинает богатеть, ну, в любых планах, знаниями или там, в материи, продвигаться прям. И вы ему подсвечиваете настолько путь сильно, то есть вы как звезда, вы как, ну, солнце для него, да. А он такой олень, то есть он, вот он питается этим эликсиром, у него энергии, смотрите, сколько энергии, смотрите, это все энергия, это все ваша энергия из этой чакры. Так, хорошо, а женщина? У женщины что происходит, когда она питает мужчину из 6-й чакры? Что у нее происходит? Она понимает, что она делится чем-то очень важным, смотрите, ценным, но она как будто закрыта от него, она как будто в скафандре. Здесь выжженное поле, она ему дает вот этот источник жизни даже. Она вместе с ним хочет к этой мечте идти. Ну, посмотрите, здесь край обрыва, да? Камни уже. То есть она даже, подсвечивая ему путь своей энергией, она разбивает собственный корабль, собственные мечты из детства, которые у нее были, которые она тоже затолкала куда-то вообще внутрь. У нее разрушение идет. Я говорю сейчас о балансе, то есть это нормально, когда вы даете ему знания, инсайты, но, во-первых, не причиняй добро с кулаками, да, это мы все знаем. Во-вторых, человек элементарно, может быть, не готов просто воспринимать эту информацию. Вы как световой луч для него, вы воин света, вы прорубаете ему дорогу, вы его ангел-хранитель. Вы его ангел-хранитель. Вот. Вот какая вы. В социуме, везде с волшебным жезлом в руках подсвечиваете путь. А он что? Вам кажется, что вы как бы балансируете, парите. Смотрите, здесь вот разрушение, горы, какие-то препятствия непонятные. А она будто парит над землей, то есть баланс какой-то даже ловите в этом. Когда вы не получаете отдачи, вы получаете вот такое вот замерзание какое-то. У вас замерзание. Да,
у вас замерзание. То есть потому что вы очень много ему отдали на космическом плане. Это на уровне тантры, это другое взаимодействие. Это никогда, знаете, традиционное, мужчина с женщиной, вот это поцеловались, там, ну, секс там и так далее. Нет, это вообще другое взаимодействие. Вот если у вас такой был опыт, то это как раз то самое. Это тантрическое взаимодействие с мужчиной. На уровне галактик, когда вам не нужно даже друг для друга традиционно как бы взаимодействовать. Вы просто вы можете ему говорить или не говорить даже, ничего не нужно говорить. Вы просто дотрагиваетесь до определенных точек в его теле и чувствуете этот ток энергии, даете ему этот ток, а он дает его вам. И вы оба всплетаетесь в это. Ну, у него сила, понятно, пробуждается, а у вас... Блин. А у вас как будто корабль завис. И вы в ожидании, вы в зависании каком-то находитесь. Да. Девушка вроде смотрит в перспективу, да? То есть она хочет пойти вперед. Вот ее корабль куда-то. То есть, ну, вот этот мужчина, да, вот этот мужчина, он куда-то стартанул, а она-то стоит, ждет вообще. Ну, а я. Как-то так происходит. Я говорю сейчас о гармоничном взаимообмене, да. Когда гармонично, то там все классно, то есть там как надо. Ну, потому что вы не ждете, потому что вам все дают. Вам все и так дадут, девочкам, все и так дадут. Когда в правильном направлении двигаемся, а когда мы заслуживаем любовь, когда мы пытаемся стать для него исключительной. Я вот буду исключительной. Вот я такая одна, и он меня любит, ценит за мою, исключительность. Потом эта исключительность, она вылезает боком, потому что вы не должны заслуживать ничью любовь. Это опять идет из детства, из вашего. Это я могу 100% вам сказать. Фух, у меня сегодня просто энергии такие идут. Дышим сейчас. Ваш 6-й центр. Вы даже можете чувствовать эту точку во лбу, да, точка межброви, вот здесь. Дышите в этот центр, выдыхаете всю боль, всю грязь, что-то темное, какие-то сгустки, какую-то энергию, которая не растрачена. Все это надо выдохнуть из себя. Сегодня вы с ним встретитесь в космическом пространстве. Это будет ваш путь в галактике. Вы встретитесь с его галактикой. И вы тоже сама галактика. Вот они встречаются. У них происходит синергия. Вот такое взаимодействие. Вы призываете этого человека, называете его имя, говорите все то, что вы чувствуете к нему.
Я забираю всю свою энергию обратно. Все это забираю обратно. Вдыхаем. В свой шестой центр. Он напрямую соединяет вас с Богом, с хрониками Акаши, со своей судьбой. И с этим мужчиной. Вы чувствуете, что чувствует он, вы знаете это. И если у вас сильная связь на этом центре, то вам даже можно не видеться. Вы будете знать абсолютно все, что с ним происходит. Сейчас вы видите себя в этих галактиках. Вы берете лазерный меч, он как плазма, потому что в космосе только плазма, только вот эта энергия сотворения может помочь исцелить вас обоих. Вы обрубаете эту связь. У меня связь настолько огромная именно в этой чакре, что откачка идет энергии. Это чувствую, я свой центр чувствую, этот шестой. Дышите, дышите. Скажите, что вы чувствуете к нему, поблагодарите его и отпускаете. Истинно ваш мужчина никуда не уйдет. Поймите это. Истинно ваш будет стремиться к вам. Потому что любовь невозможно прервать. То есть она есть. Безусловно, любовь она есть. И она никуда не исчезает. Вот так. Вы просто эту всю энергию аккумулируйте в себе. Что мужчина чувствует, давайте, когда вы перерубили эту связь? У него душа отлетает. Да. Что еще? Давайте посмотрим. Свечечка у нас очищает. Вода. Эту картину я нарисовала, когда в один из летних дней, за несколько месяцев до зачатия моей дочери. Когда мне сказали, что врачи разводили руками, то есть ничего не находили, ничего не помогало. Вот так. Поэтому эта картина пришла ко мне летом. И в октябре месяце я забеременела своей чудесной дочерью. Вот так. Девочки, сила намерений вашего из вот этого центра творит миры, творит Вселенную. Что мужчина чувствует? Так, дай мне. Он чувствует.
у него пробуждается настолько к вам сильное притяжение. Силу чувствует. Вы чувствуете силу, а он чувствует нехватку воздуха. Как будто не хватает воздуха. Как будто разбился его скафандр, нечем дышать. Агрессию может чувствовать, злость, гнев на вас, потому что откачка идет, он чувствует, что у него разбалансировка идет его корабля жизни. Прям. Так. Теперь он в позиции того, что он ждет чего-то. И он сфокусирован на вас. И других вариантов он не видит. Вот так. Так. В каких-то иллюзиях, мирах плавает. Ну, вы-то понятно, вы в галактиках летаете. К вам истинная пара идет. Он ли это, другой мужчина. Вы сейчас просто именно для себя делаете исцеление, тем самым запускаете процесс трансформации в вашем мужчине и делаете для него это исцеление, работать будет для него тоже. Помните «Солярис», да, фильм Тарковского? Почему-то мне это сейчас вспомнилось, что все пути ведут к вам в итоге. Дальше. Ну, у вас путь открывается, девочки, а у него посыпется все. Так, смотрите. Делаем это все без злости, ненависти, без каких-то деструктивных эмоций. Перерубаем эту связь с любовью. И самое главное, девочки, это чувствовать этот центр. Если вы чувствуете, что во время этой практики мужчина как-то с вами взаимодействует, что-то вам говорит, это так и есть. Это на самом деле так и происходит у него. Он просто вам не скажет, он может не сказать, не написать, потому что мужчины разные. Кто-то вообще не говорит, не умеет как будто говорить, проявлять, да. У кого-то из вас, допустим, давно, да, произошло это расставание, но откачка энергии идет. Вы поймите, что вы сейчас исцеляете себя, свою судьбу, и вы исцеляете этого мужчину тоже. Вот так. Что вы получите за перенесенные, за вот эту практику, за перенесенные страдания? Еще вот что хотела я задать вопрос давным-давно. Вообще за вот эту трансформацию, за вот этот путь каменистый, что вы получите? Какой дар вам откроется? Что вы? Небеса, скажите мне. Ну, это божественное в вас самих по образу и подобию Бога. Темное, светлое подружится, как инь и ян, да, как мужское и женское. Интеграция произойдет. Исцеление. Исцеление своей судьбы. Что еще? Новое видение получите, да, у вас откроется. Третий глаз откроется, что я могу сказать. Что еще? Это кто? Это товарищ у нас будет чувствовать вину, стыд,
вину за то, что грызть его, в общем, будет изнутри. И в голове там железная какая-то вот хтонь, знаете. Будет держаться из последних сил в своем контроле, в своей морали, но исцелиться. И вы исцелитесь. Ну, и вы исцелитесь, девочки, вы тоже исцелитесь. У вас колесо судьбы опять закручивается, фортуна закручивается прямо в вашу сторону. Вы летаете из клетки, причем у вас крылья светящиеся. Прошлой жизни, девочки, прошлой жизни опять. Опять эта карта выходит, видите, прошлая жизнь. Вот эти две ящерицы, да, поддерживают вот этот сосуд с прошлыми жизнями вашими. То есть это связь из прошлых жизней у вас, никак не кармическая вот эта связь не оборвется, никак гармония произойдет. Вот. Видите, как мы чистим с вами через сердечный центр, да, все идет и куда приходит? И Сахасрара чакра, и Аджна чакра тоже. Открывается третий глаз. Вот что еще? Путеводитель. Пути открыты, вы сама для себя, светоч, вы идете вперед с огненными крыльями. Сильно, сильно, девочки, сильно. Это черепаха. Кто такой? Черепаха. У вас шанс идет начать новую жизнь. Перерождение у вас идет опять. Вот о чем я говорила. Перерождение из верблюда, безмолвного животного, потом в агрессивного льва, возможно, потом в человека, который играет на своей флейте. Трансформация происходит. Трансформация — это глубинное изменение на молекулярном уровне, на атомарном уровне. Обнуление. У вас обнуление происходит, а у мужчины что происходит? Очищение. Чистый источник. А у него из состояния вот этого, смотрите, из состояния вот этого вот, он переходит вот в это состояние, в цветение, понимаете, что? Давайте еще. Дышите, если вам нужно, дышите. Я делаю расклад, это ничего страшного, потому что я потом прохожу эти практики. Расцвет жизни идет у мужчины. Познавание законов Вселенной, мудростью, глубина. Сейчас. Сила пробуждается. Но это, я думаю, что это... Сейчас. Если вы в этом тотальны, если вы по-хорошему проходите все эти практики, ни филони, ни заталкивая это внутрь, ой, да ладно, что там мне могут сказать, там новое, да, я все это знаю. Если вы действительно правду себе готовы сказать, у вас открывается мудрость, солнце жизни, расцвет. У вас открывается сила, кураж какой-то к жизни именно. Через тотальность. То есть, опять же, вы в этом действии, вы тотальны. Вы прочищаете эту связь тотально на всех уровнях. У вас цветение происходит. Цветение. Видите? Девушка заботливо ухаживает за своим садом. Этот путь, смотрите, вам открывается новый путь к солнцу, да? Этот путь трудный. То есть через горы, через препятствия, да, человек идет, бредет. Сейчас,
Вот человек, вот там точка, вот это вот. Но именно вам он открывается, этот путь. Именно вам. Другому человеку он не откроется. Это, знаете, как море расходится перед Моисеем, да? Также перед вами. Это что? Вы в цветении идете вот в такое состояние. У мужчины сначала вот такое состояние. Нет, это по-другому. Подождите, стоп. Стоп, у меня сейчас идет. Так, давайте. Сейчас распакуем. Угу. Через чистку своего сознания, через борьбу внутреннюю. И с этим мужчиной у вас постоянно борьба, какая-то перетягивание каната. Что дальше? Когда уже невозможно терпеть, когда уже изо льда плавятся слезы, когда ваше тело перестает чувствовать, а душа орет уже от боли, вы выходите из вот этой жертвы, вы выходите вот в это цветение. Вы победитель. Вы победитель по жизни. Победитель по жизни – это человек, который при любых обстоятельствах найдет зерно истины и правду в этом. Для чего мне эта дана ситуация, для чего мне эти отношения. И все себе на пользу в итоге. Ну, у вас открываются, у вас высшие силы, смотрите. У вас высшее сознание, во-первых. Высшее Я вас сейчас будет вести как гид по жизни. Во-вторых, у вас иллюзии распадаются все. И у вас высшие силы, именно высший суд происходит. Высший суд. Да, ваш печальный опыт позволяет, как сказать, не позволяет, нет. У вас печальный был опыт, да. Но высший суд сейчас совершается вот этими вашими действиями. Потому что вы всегда видели проекцию мужчину, не его истинного, а проекцию, зеркала ваши, как будто бы, отражение. И вот так себя чувствовали, многие так себя чувствовали, да, как будто в клетке сидите и не можете выйти. У меня 2 карты показывают от этого. Смотрите, птица сидит в клетке, у нее золотые крылья, точно такие же, как у тех птиц, но она сидит, главное, дверь открыта, а она почему-то боится лететь. Раздвоение сознания от кого? Императора нашего, что ли? Император, мужчина к вам, и вы такая вот сидите. Посмотрите, какая хтонь вокруг вас. Видите, это все тьма, это все тьма. Мы сейчас тьму убираем из себя. Приходит мужчина с огнем, с факелом в руке. Только не натягивайте, девочки, у вас безусловная любовь идет, божественная любовь. Это пара для вас. Мужчина по судьбе для вас. Но опять же, эта карта еще говорит о выборе. Выбор идти в стрессе, балансировать на этом шаре, и чтобы мартышка его проткнула, или лениться, ничего не делать. Это тоже выбор. Вот так в своей голове от этих мыслей. Или, покажите мне, или познать тишину и распаковать в себе звездное предназначение. Что вы выберете? Или вы пойдете в новое, как ребенок, очистившийся,
Или вы совершите прорыв. Через отшельника вам нужно прекратить слушать голоса подсознания. Причем это не ваш голос, это не Бога голос, это голос разных людей. За всю жизнь, которую вы наслушались, как должно быть, как оно должно быть. Вот смотрите, если вы чувствуете глубинную связь с этим мужчиной, вы чувствуете, что он вас любит, вы просто ему тем самым помогаете сейчас, и он к вам придет. Просто нужно быть тоже открытой этому, быть смелой и открытой этому. Это знаете, когда у вас все рушится, просто башня идет, да, в жизни, с этим мужчиной, допустим, какая-то борьба, какое-то выяснение отношений бесконечное, вот это вот перетягивание одеяла, а ты мне, а я тебе, вот это вот. И много всяких слов сказано, и много того, что ну иди, все, иди в баню, все, я не буду, я тебя там, ну что-нибудь такое, да, послала, в общем, его к чертовой матери. И вдруг вы ощущаете, что он вас на глубинном уровне обнимает и любит вас. И вы просто говорите ему об этом. Ты же мне говоришь не это, а вот это вот чувствуешь. И он сразу... Все, у него сразу разрыв шаблона идет, девушки. Ну это так, ладно, это отвлеклась я от темы. Я просто с вами очень откровенна, и я считаю, что это единственный верный путь и тональность, в которой могут общаться осознанные люди. Вот так. Я не буду вам, как другие там тарологи, сладкую там лесть или то, что там, знаете, медовенькие расклады, когда там все, там он осознается, он к вам придет, тра-та-тушки, тра-та-та. Смотрите на свою ситуацию. Если вы с этим мужчиной не общаетесь очень давно, если у вас связь потеряна, если вы чувствуете, ну, как бы нутром, что я просто ему отдаю, откачиваю энергию эту, но я уже его не жду. Хотя, может быть, подсознательно вы его ждете, каких-то его действий, там, может быть, он последнее слово не сказано было, ну или что-то такое, да. Вы поймите, вы открываете сейчас свою энергию для истинной любви, а это может быть либо тот, но потрансформирующийся, либо новый человек. Смерть идет, смерть, трансформация идет. Что еще скажете? Ну, вы сейчас, да, вы холодная, вы королева мечей, вы сейчас... Так, это кому? Королева мечей. Понятно. Это магу, она королева. Сразу, если он начнет манипуляции какие-то, короче говоря, если в плохом аспекте придет маг, в плохом аспекте это когда он манипулирует, когда он там что-то за ниточки дергает вас, для того, чтобы получить желаемое по жезлам, да, вы сразу это секирь башка просто, сразу. Если же он к вам, как к ценнейшей женщине приходит, это что? Девочки, вы можете сами закрываться сейчас. Вы вроде делаете вот эти чистки, обрыв связи, но вы как будто бы сами не готовы к отношениям. Вот в чем мне идет. То есть мужчина-то готов, может быть, вкладываться в вас, а вы не готовы принимать эту любовь. Я говорю даже про новых, вот если, ну, вообще в целом отношений.
Ну, понятно, если у вас сейчас идет какой-то процесс, когда вы расстались, или тем более бракоразводный процесс, вы должны выйти из этой клетки, вот из этих страхов и ограничений. Понимаете, что? Да, в колесницу, в движение. В движение по жизни. Движение. Так. Сейчас. Девочки и я, мы разорвали эту связь на 6-м центре, на Аджни чакре. Что придет в нашу жизнь? Что придет? Чего ждем? Ждала, сидела в своей стабильности, пошла в трансформацию и очень быстро. Что? Очень быстро к вам приходит истинная семья ваша. Цветение ваше, процветание ваше. Но обычно десятка пентаклей — это очень хорошая карта для семьи. То есть, это семья. Причем с достатком все хорошо. И там и в чувствах, и в материи все прекрасно. Вот куда вы идете. Вот что вы делаете сейчас для себя. Так, а это кто? Мистер Тормоз хочет приехать к вам победителем. Для чего? Чего тебе надобно? Это может быть и новый мужчина. Я сейчас, смотрите, примеряйте опять на себя, да, это же общий расклад. Он очень медленно двигается в материи, прям очень медленно. Хочет быть победителем, чтобы лавры, чтобы вы его встречали. Для чего приедет? Для солнца, для семьи, для счастья, для того, чтобы, даже для ребенка, кстати, может прийти, для шанса новую жизнь начать. И это по высшему суду опять происходит. Сила, потому что вы его покорили своей силой. Потому что по колесу фортуны он хочет... И у вас закручивается колесо фортуны. Куда закручивается? В звездность свою идете, в распаковку своих талантов еще раз. Из расклада в расклад. Сейчас, девочки, многие из вас пока не видите вообще. То есть вам Вселенная протягивает: на, возьми этот кубок, возьми. Вы не готовы. Не то, что к любви, к старому, новому, неважно. Вы просто не готовы к этому. Вы закрываетесь сами. Почему? Потому что у вас сила не распакована пока. Потому что свой... подождите, сейчас. Куда вы денетесь? Король жезлов придет. Король жезлов — это очень страстный мужчина придет. После карты говорят просто. После периода стагнации, когда его предки похоронили, сказали: не пойдешь к ней, не пройдешь, пока не трансформируешься. Он приходит. На что похоже, девочки? Туз жезлов. Силой, с мужским импульсом к вам идет. И еще карта на дне колоды, карта трансформации, опять же, движения в... Это как путешествие, переезд, а также это приезд человека. Или вы отплываете от плохого к хорошему. Вот что. У вас изменения тотальные в жизни происходят сейчас. Главное, что не бойтесь этих изменений, потому что многие из вас, из нас, я тоже это чувствовала на определенном этапе, что я боюсь поменять свою жизнь. Я боюсь этого. То есть я задала себе вопрос, кстати, вот во время наших чисток, и это все это отражается настолько, мне сразу показывается как-то в материи, мою готовность. Мою готовность, готова ли я вообще к отношениям, там,
к любви, к своей реализации, готова ли я или нет, или я буду так же по-прежнему. Какую мы карту с вами, какую колоду возьмем? Давайте вот эту возьмем еще. Глянем с вами. Сейчас. Одной картой мужчина идет к вам, стабильный. Так, а как она его узнает? Это кто? Это тот, кто разбил вам сердце? Так, два потока информации. Либо тот, кто разбил вам сердце, идет к вам, император, либо человек после тоже разочарований и разрушений в жизни идет к вам. Королеве жезлов. Вы королева жезлов. Вы сейчас в себе распаковываете осознанность, ценное, нечто ценное в вас самих. И вы распаковываете свою звездность. Звезда. Этот мужчина может быть от вас на расстоянии, на большом. На расстоянии прям. У многих так проиграется. У вас шанс на движение, то есть вы начинаете в материи двигаться. И не просто шанс, а прям быстро двигаться, продвигаться. У вас опять карта движения. Вы идете в трансформацию, в новое. В новое идете. Так, это что? Многие из вас как бы от этого опыта закрываются как чистоколом. То есть боясь опять получить вот этот болезненный опыт. И зависаете типа в медитации, но на самом деле это карта повешенного. То есть, ну тоже, медитация, да. Вы висите, сидите в медитации и ждете, когда свалится шанс вам, туз жезлов придет. Так, а он свалится? С любой придет. Так. Сейчас. Что там завершение, я не пойму. А, у вас завершение идет, знаете чего? У вас завершение разбитого сердца. Вы сейчас начнете кайфовать от жизни, пить из всех кубков, исполнять свои желания, и к вам опять солнце идет. Либо это мужчина солнце, как мужская солярная энергия, либо у вас расцвет жизни. Чем мы вот все к мужчинам привязываемся-то, да? Ну, сила в вас женская распаковывается. Да, цветение, сила. Но злая тетка не дремлет, скажу я так, которая разочарована в чувствах, она вот где-то там на подкорке сидит и сейчас, девочки, сейчас. Так, подождите, сейчас. Разочарование, любовь идет. Райская любовь какая-то из рая прям вот. Ну вот она, яблоко познала, да? И тут же дьявол. А дьявол в чем? Подождите, дьявол-то в чем? В вашей апатии, в вашем разочаровании. В том, что вы не видите, когда вам дают шансы, когда к вам проявляются, когда вы не замечаете каких-то мелких там знаков от Вселенной, от мужчины тоже. Закрываетесь от этого, закрываете глаза. Да ничего не хочу видеть. У вас любовь идет, любовь, двойка кубков.
Это прям пара, которая энергетически связана. То есть это пара на энергетическом уровне. Паж жезлов опять. То есть это импульс у вас, огонь рождается внутри, любовь к себе рождается. Это даже, знаете, какое самолюбование даже. Но нам на самом деле не страшно это самолюбование, потому что мы очень часто вообще недооцениваем себя. Так, это отшельник. Сейчас. Из отшельника резким решением, прорубая себе буквально дорогу, прорубая этот плен, вы выходите в Верховную Жрицу по высшему суду. Высшие силы сейчас работают над вами. И у вас заканчивается период тяжести, разочарований и груза, который вы тянете, возможно, из прошлых жизней, из детства, с юности. Вот две карты говорят об этом. Смотрите. Девушка тянет этот груз, 10 жезлов, да? Ну, она там, ну, они светятся же, ну, вот я и тяну, что, они для меня ценны. Видите, обнялась как. А это башня происходит, этому всему. Башня приходит просто, конец. Революция приходит. Вы устраиваете сейчас революцию этой работой над собой. Сейчас. У вас заканчивается период ожидания, медленного движения, ожидания, даже я бы сказала не движения, а стагнации, борьбы, бесконечной борьбы. У вас он заканчивается, вы идете в трансформацию. Вы сами сейчас идете в трансформацию. Так, вдыхаем, вдыхаем глубоко. Наш шестой центр, Ваджан чакру. Что-то я хотела спросить. Давайте так. Давайте так. Спросим такой вопрос. Какой вас воспринимали мужчины раньше? Какой сейчас воспринимают? Какой вообще? Какая вы становитесь в их глазах? Раньше, сейчас. Так. Поток чувствую, поток идет вообще раньше, сейчас. Ну и доложим, если что, да? Посмотрим, давайте раньше. Девушкой, которая смотрит в перспективу, вперед. Видите, две карты говорят об одном и том же. То есть вы смотрите вперед. Но это вы пока смотрите. Все пути ведут домой. Внутренняя сила, интуиция. То есть интуитивной девушкой вас воспринимали мужчины. Ну, то есть сразу видели вот эту внутреннюю вашу силу и верховную жрицу, потому что в потенциале. Так. Нет, мне мало, мне хочется доложить, я не пойму.
Это же, в принципе, хорошо, что вы нас так воспринимали. Как еще воспринимать? Давайте. Что вы в плену находитесь, воспринимали. В вечном ожидании. Так, а почему мы следили? Сейчас. Так. Сейчас. Что вы выбор не можете никак сделать к себе. Вы где-то далеко, в отдалении, вы как будто... Вы гармоничная, да, с одной стороны. У вас много силы, все 4 стихии в вас. С другой стороны, вы будто в клетке сидите, эту силу никуда не можете выпустить. Верховная жрица, вас так и воспринимали. Возможно, тайный формат отношений. Ну, были у вас отношения, естественно, были. Но вы как будто непознанная вселенная. Вот как я скажу. Это непознанная вселенная. Так, как сейчас. Она пьет свой эликсир сама. Так. Она художник своей судьбы. Пьет из чашечки. Вкусный эликсир. Сейчас карта вот это мысли-хлевалки, мысли-мешалки. А это художник, чистый холст. То есть вас сейчас воспринимают, что после периода вот этого болезненного вы наконец начинаете рисовать на своем холсте жизни. Сейчас распакуем. И это по справедливости, по высшему суду, опять высший суд, божественный суд идет над этим. Девочки, прекращается ваше разбитое сердце. Вы идете в императрицу, в верховную жрицу. Что такое? Поток идет, а я заговариваюсь. У вас трансформация идет. Что вы любите себя, наконец они видят. К вам идет стабильный мужчина. Как вас видят еще за этим? Вас видят ценные, стабильные женщины, которые двигаются на своей колеснице по своей жизни, по своей судьбе, к солнцу. Как вас видят? Прекрасно вас видят, могу сказать. Так, давайте еще. Результат этой практики. Давайте посмотрим. Результат этой практики. Вот. Давайте не будем откладывать на долгий ящик, да, в долгий ящик. Результат вашей практики в материи, в реальной жизни. Ну, загадывайте свой период. Давайте так, до конца лета. Результат этой практики. Этой серии практик. Не только на одну чакру, да, а на все чакры вот вы проходите. Что? К чему вас это приведет вообще? На свой период загадывайте. После боли, переживаний, страданий, разбитого сердца, тройников, возможно, после измен, после предательства, после боли вот сердечной именно, у вас осознанность просыпается и сила. Вы распаковываете в себе силу, женскую силу. А женская сила, она
настолько мощны. У вас закончится период стагнации. Завершится период, когда вы лежали, болели. Даже, может, кто-то болел, действительно. У вас это завершение идет. Ну, в праздник идете. Праздновать будете что-то. Воссоединение. Просто вы с семьей будете праздновать. Сама с собой вы будете, вам будет хорошо и стабильно. Самой собой. У вас обнуление происходит. В императрицу окукливаетесь. Слава тебе, Господи. Во Вселенную окукливаетесь. Вы весь мир, вы в себе содержите все 4 стихии, понимаете? У вас перспективы открываются на любовь, взаимную любовь, прекрасную семью и союз, который действительно по-настоящему глубокий, чувственный, наполненный и процветающий. Вы друг друга будете поддерживать. Вот куда вы идете, вот куда вас ведут. К Солнцу вас ведут. Так, я вам уже сказала в раскладе на темном космосе, что вас ведут к Солнцу. Вы идете к Солнцу. Поэтому я всем нам желаю идти к своему Солнцу. Да будет так.